А спонсор сегодняшнего видео – YouTube-канал Ильдар Автоподбор. Собственно, сам мужчина Ильдар и занимается подбором автомобилей в городе Москва. В связи с этим у него образовывается некий опыт, которым он спешит с вами поделиться на своем канале и рассказывает вам, как избежать неприятных ситуаций, кидалова или юридических заморочек при покупке автомобиля. Причем как участника, так и в салонах. А чтобы внести на свой канал немножко веселья, он в последнее время начал снимать автообзоры. Сравнительные тесты, причем с хорошей картинкой, с качественным видео, даже с микрофильмами в начале этих самых обзоров. Так что все ссылочки будут в описании, проходите. Ильдар очень сильно заморачивается на картинку, на качество, и чувствуется, что в видео действительно вкладывается энергия и вдохновение. Ильдар Автоподбор. Значит, обрисовываю ситуацию. Тачка вообще конкретно не для этой жизни. Если ты вдруг попал в эту тачку, то ты обязательно, ты под пулями, братан, все, стреляют кругом, у тебя сзади, та-та-та-та-та-та-та, у тебя по обшивке прямо вертолет сверху, ты думаешь, сука, выследили, а? Ты маришь, ты ловишь в потоке, вот так вот. Ты его бампером, бах, рулем подвернул, он в сторону в отбой. Ты дальше ломишь, у тебя там музыка, все. Кругом просто дичь какая-то происходит. А все очень просто, братан. Ты сел за руль Комбат Т-98. Не на этой машине. Да я вам это все. Ты что, фронтерой дернешь? Я вижу, что я на чем-то сижу. Ну булыжник, в смысле, колесо в него уперлось. Здесь реально булыжник здоровый. Да ладно, и ты рычагом на него умудрился зацепиться. Вот это прикол. Так, беру свои слова обратно. Отличный автомобиль, отличный. Все, съехал он с него. И также, когда в пятерочку за хлебом приезжаешь, тоже потом с парковки за оградку зацепился, там парковочные места вот эти, залебедился, из ряда себя вытащил и поехал. Господа, долго думал для вас найти какую-нибудь сказочную дичь, прямо вот как в кино. Ходили мысли про Hammer H2, может быть даже про H1, но мы находимся в городе Санкт-Петербург, и именно здесь проживают люди, которые однажды изобрели настоящее чудовище – Комбат Т-98. Вообще, если у вас такая машина, это означает две вещи. Или вы сказочный отморозок, или вы сказочный затейник. В принципе, и те, и другие люди крайне интересны мне в общении. Более того, этот автомобиль принадлежит самому его создателю. Нам попался в руки первый экземпляр Комбата. Увидев его, люди начали его покупать. И начали покупать его так, что с самого первого дня изобретения этого автомобиля и по сегодняшний на него стоит очередь. Если вы едете на Комбате, это в любом случае броня. Безоговорочно, этих машин не бывает обычных. В любом случае есть защита от огнестрельных ранений и так далее. Здесь содержится бронекапсула, и эта машина изначально делалась как броневик. Минимум 100 тысяч долларов на сегодняшний день стоит такое сокровище. Клиент, как правило, становится невероятно капризным. Ему постоянно нужна какая-нибудь новая замысловатая хрень. Именно этим и занимаются люди на сегодняшний день уже в Эстонии. Хотя первые года выпуска это был Кировский легендарный завод в городе Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург. Мне, конечно, было очень интересно, как здесь все организовано технически. Ну, прежде всего, это рамные машины, хотя первые автомобили, если мне не изменяет память, первых 6 или несколько автомобилей были сделаны с несущим кузовом, но позже все-таки перешли к рамной конструкции, ввиду того, что рамники просто легче собирать и легче эксплуатировать потом в последующем. Поэтому на сегодняшний день это действительно рамные автомобили. Броневик — это прежде всего бронекапсула, то есть вы, как человек, сидящий в салоне этого автомобиля, защищены практически от всех возможных воздействий извне. Однако, если говорить по навеске, капот, например, крылья, фары, бампер, то здесь никакого космоса нет. Это или металл, или стекловолокно, причем это не стоит бешеных денег. Вот, например, я узнал до съемок, что если вы просто замяли крыло на этой машине, я не знаю, что должно произойти, чтобы вы замяли крыло на этой машине, но так или иначе, это крыло обойдется вам 150 евро и 2 недели ожидания. В принципе, если вы помяли крыло на 5-м гольфе, это может стоить столько же. Вот и судите сами. Нет смысла больше брать гольф. Надо брать реально комбаты. Далее, если по внешнему виду, опять же, рассматривать, вы должны понимать, что тут все меняется. Если вы заказчик, могут быть другие фары, может быть другой капот, может быть другой бампер. Абсолютно все, что угодно за ваши бабки. Потому что вещь реально эксклюзивная. При этом же сам автомобиль весит всего 3,5 тонны. Это реально категория Б. На ней действительно можно ездить по центру города, в принципе, играть в шашки, пытаться на трассе, потому что в этой машине практически 400 лошадей и тонна крутящего момента. 1000 ньютон-метров, парни. Но, чтобы добиться такого веса, естественно, были некоторые ухищрения, в том числе и то, что я вам упоминал про стеклопластик и так далее. Потому что, если делать все бронированное, вдумайтесь, вот мы берем хотя бы дверь. Эта дверь весит 200 килограмм. Одно стекло в этой двери весит 50-60 килограмм. Если делать эту машину из брони всю, вам капец. Толщина двери такая, знаете почему? Потому что листы брони в двери расположены вот так. Таким образом, когда пуля попадает, получается, что больше шансов срикошетить, и между листами еще заполнение специальным наполнителем, чтобы не прошило. Причем эту машину можно бронировать практически в любой класс брони. Однако, примечательно, что на сегодняшний день все заказчики, как правило, берут минимальное бронирование. Время пошло спокойное. Оказывается, никому уже не нужна суперзащита от СВД, от калаша в упор, от охотничьего ружья. Нет. Прикол в том, что задняя дверь в этой машине – это опция. Если вы хотите, чтобы у вас было 4 двери, а не 3, как в базе, за 4-ю придется доплатить. Стекла в этой машине, как правило, все глухие. Стеклоподъемник есть один. Нет. Если клиент захочет, стеклоподъемники будут везде. Но крайне рекомендуется с завода делать стекла глухими, потому что это безопасно. Если оно опускается, значит типа бронирование и защита уже меньше. Или тяжелее и так далее. Можно вылететь из категории Б. Короче, оказывается, что броники это просто настоящая заморочка. Крышка того же бензобака, она также может быть бронирована. Причем она с сервоприводом, она открывается и закрывается с кнопки салона. И у нее нет датчика. То есть вот я люблю гильотиновые тесты, и если я буду делать гильотиновый тест на этой машине, то это будет мое последнее видео. Нифига не остановится. Багажник, кстати, в этой машине носит чисто технический характер. Там хранится запаска, домкрат, огнетушитель. Там же, собственно, располагается сама лебедка, потому что то, что мы видим здесь, это только краешек бампера. Лебедки в этой машине может быть 2, если вы захотите ими оборудовать. Вообще никаких проблем. На самом деле вам даже сделают универсал из этой тачки. Есть разные типы кузовов, что хотите. Вообще расположение багажника значения не имеет. И для меня было удивление в следующем. Я искренне ожидал, что, знаете, броневик, там типа бандитская машина, там ее какие-нибудь покупают там в Африку наркобароны, торговцами. Но оказалось, я специально спрашивал, что с завода ни одна машина не была дополнительно оборудована ни креплением для оружия, ни какими-то специальными складами для хранения патронов. То есть никакого на самом деле налета криминалитета для этой тачки нет. С завода никто не высказывал каких-то вот таких вот странных предложений, там, чтобы масло на дорогу сбрасывалось или так далее. Нет. Люди реально берут эти машины в самой обычной комплектации.
самое главное, все-таки эта тачка покупается не для стрелок, не для бомбежек. Ну, как показала практика, клиенты не заказывают ее на войну. Клиенты ее заказывают, чтобы по городу кататься. И мы, собственно, прикалываемся и стоим на комбате в пробке. Но я вам хочу сказать, это дофига высоко. В принципе, стоять на комбате в пробке. Во-вторых, это дофига беспалевно. Потому что на нас таращатся вообще просто все, кому можно. То есть ощущение, что я еду на машине, нет такого ощущения. Я смотрю какой-то гребаный фильм. Нет, я в принципе люблю все очень дорогое и бессмысленное. Эта машина максимально дорогая и бессмысленная. Вот зачем она в городе? Зачем? Если вас все хотят убить, мне кажется, надо больше как-то собой заняться. Может быть, перестать быть таким ублюдком, чтобы вас не хотели все убить. Тогда, если вас никто не хочет убить, зачем вам броневик? И к тебе подходит инспектор и говорит, покажи документы. А ты ему, типа, не покажу, достань меня отсюда. Что он будет делать? Как он тебя отсюда достанет? Ну вот чисто гипотетически. Они окружат тебя телами своими, да? И... Да, это сложный вопрос. То есть реально, как остановить тебя на этой тачке? В принципе, никак. Да, ведь можно еще сюда поставить систему, которая будет кислородом тебя снабжать в случае, если инспектор вдруг тебя пукнул воздухозаборник в капот, и ты можешь нажать кнопку, у тебя тут свой кислород будет, и инспектор будет пукать в холостую. Холостые пухи инспектора. В принципе, это тоже выход. Ну или газ он пустит. Ну, по сути, ну то же самое все. Я просто так говорю, чтобы вы понимали на своем уровне. То есть, слушай, я вот сейчас так для зрителей говорю, да, то есть человек, который изобрел эту машину, сам ее, грубо говоря, построил, да, сейчас занимается тем, что у него есть своя фирма, как я понимаю, очередь, то есть это успешная фирма по производству этих машин, и он сейчас у себя на даче сидит и конструирует следующую тачку. Это какая-то нереальная жизнь просто. Это идеальная жизнь вообще такая. Такой не ты врешься, такого не может быть. Твою мать, я не тем занимаюсь, мне надо было изобретать тачки. Ой, такая бы хрень получилась. Если бы я начал изобретать тачки. Блин, вот человек, который смог, да, он сделал эту машину. Описывать просто вам сейчас вот все эти кнопки, как все здесь сделано, бесполезно, поверьте, потому что эти машины заказные. Человек, когда покупает эту тачку, он может заказать сюда любые кнопки, любые магнитолы, любой звук. Это вообще настолько периферийная тема, это настолько бред. Вот как все это отделано, это не имеет никакого значения, потому что эта отделка нужна здесь для того, чтобы ее вставить в комбат Т-98. Вот, наверное, арабы от нее, наверное, визжат, да? Вот правильно ты сказал, да? Хочется обмотаться уже, значит, вафельным полотенцем. Сугубо вафельным полотенцем обязательно. Сверху, значит, полосочку и... И вот это вот валить просто на полной валить, чтобы она в песке, чтобы она, когда стартует, вот так вся вот виляла, чтобы ее корячила. И я такой вот... Вот это вот дубасю рулем. Это просто идеально. Блин, чё я не араб-то? Вот надо хоть зубы золотые вставить, чтобы я был как араб точно. И я кроме Хабиби ничего не знаю поэтому, по-арабски. Поэтому я такой дурацкий араб. Что с ней может быть, понимаешь? У тебя метеорит тебе в крышу падает, нету больше Санкт-Петербурга, посередине в воронке один комбат стоит. Все, значит, можно ехать дальше. Куда только, больше некуда ехать. На заправку надо ехать. Хотя, слушайте, у нас дизельный автомобиль, 6,6 литра движок. Мы на автомате. Причем здесь еще автомат, по-моему, такой стоит. Здесь уже 5-ступенчатый, да, здесь уже стоит? То есть, но все равно не самый новый, то есть не самый эффективный. И при этом 20 литров по городу. 20 литров всего соляры.
А по трассе пятнашка. То есть, в принципе, это как нормальная тачка люксовая ест. Тут никакой вообще за гранью облачности нет. И в основном эту тачку, как оказалось, покупают люди именно на дизельных двигателях. Представляете? Не, очень эмоциональный автомобиль. При том, что мы едем постоянно сколько? 30-40 км в час, а что-то хлещет. Но если вы пересели сюда с Соляриса, я, простите, херню сморозил, все, не буду продолжать мысль. Если вы пересели сюда с Соляриса, вы не существуете. Нельзя на эту машину с Соляриса пересесть, потому что у вас так не получится. Чтобы с Соляриса пересесть на эту машину, нужно купить эту машину и потом Солярис. И тогда гипотетически вы можете обратно с Соляриса сюда пересесть, когда вам надоело. Так, минималочка типа 500, да? Минималочка 500 лошадей, ребят. Но, опять же, разговаривать про этот двигатель. Вот у нас стоит дизель, да, 6,6. 1000 ньютон-метров крутящего момента. В принципе, можно открыть капот, показать, но это не имеет смысла, потому что вы, если захотите, можете сюда поставить чуть ли не на 1000 лошадиных сил мотор. Понимаете, о чем мы говорим? Это уникальный автомобиль, и рассказывать здесь про вот эту всю комплектацию нет никакого смысла, потому что те, кто покупает такие машины, им не интересно, какая комплектация в этом видео, им интересно, какую они себе сделают комплектацию. Значит, 3 вспышки поворачиваю, о-хо-хо-хо, 3 вспышки поворачиваю, вот это хорошо, слушайте, реально народ уступает, вообще не вопрос. Ну-ка, 3 вспышки. Поворачиваю. Все, спасибо, брат. Они мне еще, по-моему, аварийкой бегают. Спасибо, что подрезал, дружище. Рад был видеть. Ну-ка, 3 вспышки. Поворачиваю. Все, сработало. Даже этот в левом ряду и тот уступает. Смотри, я не в его ряд иду, а он все равно уступает. Пошли плавненько. Красавчик вообще. Слушай, вот это респектос. Вот это просто вообще по красоте. Смотри, крайний левый ряд. Нам нужно направо. Смотри, правый поворотник. Так, ну этот нас просто не видел. Мы сзади к нему... Блин, он даже уже держит ряд. Все, за нами сзади Pathfinder. Pathfinder не пустили. За нами с поворотником пошел. Вот эта тема. Ну-ка. Ну, 9 мы уже, очевидно, присанем, но присанем. Что поделать? И главное же, мы не рассказали, вот самое главное, над нами есть люк. Зачем здесь люк? Он не стеклянный, он не панорамный, он не сдвигается назад. Вы вообще понятия не имеете, зачем здесь люк. Я реально не имел понятия, зачем здесь люк. Люк здесь нужен за одной простой вещи. Не дай бог, обстреляли, вас 60 раз выстрелили из танка, причем из танка ракетами добили, треснуло стекло. Это все херня, стекло можно поменять. При этом ударной волной машину положило на бок. Вот эта дверь весит 200 килограмм. Вам ее, когда машина лежит на боку, не открыть. Для этого здесь есть люк. Вы эту ручку вот так наверх выдергиваете, он отстреливается, буф, и вы вылезаете на бок через образовавшуюся дырку. Где обслуживать комбат? Элементарно. Вы едете к любому дилеру GM и обслуживаетесь там в лоб. Прямо в лоб к дилеру. Представляете, на этой тачке всем диагностическим оборудованием, вся база, все агрегаты, технические решения. Вы просто можете ремонтироваться у дилера GM. Значит, одним из важных качеств живучести броневика является его надежность. Поэтому в этой машине использовали агрегат GM, ну или, если говорить для европейской части России, здесь не может быть запчастей BMW. Специально для школьников, если вы молодой, очень горячий, купили комбат и захотели дрифтить, это бессмысленно. Сейчас покажу почему. Вообще мне сказали, что там типа этого делать нельзя, там блокировка будет трещать, тяжелый, ну, бред. Но вы же мудаки будете молодые пытаться это делать. Я вам покажу, что давайте я сейчас буду тем мудаком, который один раз это попытается, и вопрос закрыт, все, и больше никто комбат мучить не будет. Все, погнали. Эта тачка настолько тяжелая, у нее такая инерция, что если вы ее пустили боком,
Все, она идет боком. Неважно, что вы делаете. Газ, тормоз, куда руль. Вообще насрать. Она как пошла, все. Похрену абсолютно, что ты делаешь. Ты Цареградцев или ты Заруцкий. Вообще просто. Такой прикол, реально. Главное поставиться, все. Дальше ты сидишь, вот можно ногу на ногу, стереокино смотришь. Все. Абсолютно. Она тебя сожрет, если ты будешь на ней дрифтить. Она неуправляемая фигня. 1000 ньютонов, конечно. В итоге расценивать эту машину как-то адекватно с точки зрения тех автомобилей, на которых ты уже ездил, бессмысленно. Это не тот автомобиль, на котором ты ездил. Этот автомобиль из кино. Это, мать его, броневик весом 3,5 тонны и мощностью 400 практически лосей. 1000 ньютон-метров. Короче, тут все не укладывается в твой дурацкий мозг. Потрясающая тачка. Я искренне рад, что все-таки в России есть люди, которые изобретают вот такие вещи. Понимаете, за этим всем не стоит корпорация. Там не стоит миллиардов человека-часов потраченных. Просто какие-то бюджеты, сравнимые с отправкой человека на Марс. Да и, кстати, у парней есть собственный канал на Ютубе, где они про этот комбат еще там рассказывают, показывают и так далее. Туда можете тоже пройти, я ссылку в описании кину. Сами все увидите, там он, кстати, еще серебристый. Ребята, это называется гордость. Я всем вам желаю, чтобы у вас такие машины в жизни попадались почаще, и чтобы почаще вы испытывали гордость за свою собственную страну и за своих собственных сограждан. Огромной вам всем удачи и пока.